Здесь продаются фрукты в 4 раза дороже. Бонд – это самая главная еда. Гречечка любимая. Муа. И я потратил на все $25. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам о супермаркете. Что я покупаю в супермаркете, что там есть интересного. Это вьетнамский супермаркет. Мы посмотрим, какие там есть блюда, какие есть продукты, не блюда. Также я расскажу вам, что мне нравится в этом магазине, а что мне там не нравится. Это не супермаркет, это такой мини-март. Ну что, вы готовы? Поехали! Первая вещь, которую я хочу вам показать, это эти большие банки. В них продаются разная бытовая химия или разные средства. Это средства для мытья посуды, это средства для стирки одежды, стиральный порошок, но он жидкий, да, а это для мытья пола. Вот. И когда у меня заканчиваются эти вещи, то я приношу бутылку, ставлю сюда, вот, и я так наполняю. То есть я могу много раз приходить и набирать еще раз и еще раз. Таким образом я не трачу пластиковые бутылки. То есть я сохраняю природу, можно сказать так. Здесь продаются фрукты. Здесь много разных фруктов у нас есть. Это ананасы, это дыни. В России обычно дыни у нас, они такие длинные, а здесь дыни, они круглые. Вот. Также здесь продаются папайя, конечно. Я думаю, что сегодня я куплю эту папайю. Она выглядит очень свежая и здоровая. Проблема в том, что в этом магазине обычно я не покупаю фрукты, потому что они очень дорогие. Да, видите, цены здесь 98 за килограмм манго. Обычно я покупаю не 98 тысяч, обычно я покупаю 25 тысяч за 1 килограмм. То есть это почти в 4 раза дороже. Да, ну, вроде бы они говорят, что это все органик, это биопродукты натуральные, но я не уверен. У нас здесь есть авокадо, смотрите, какой длинный. Бонд, Джеймс Бонд. Это рисовая бумага. Возможно, если вы когда-либо готовили вьетнамскую кухню, готовили спринг-роллы, то вы знаете, что это важная часть. И во Вьетнаме есть очень много разных видов этой рисовой бумаги. Вот это, мне кажется, она не подходит для свежих спринг-роллов, но отлично подходит для жареных спринг-роллов. Конечно, вьетнамский магазин, супермаркет не может быть без риса, потому что рис – это самая главная еда во вьетнамском доме. У нас здесь есть много разных сортов риса, да? Казалось бы, вот это и вот это, да? В чем разница? Похоже, что то же самое. Но если присмотреться, то они немножко разные. Но цена та же самая. Есть у нас коричневый рис, есть рис для суши, есть рис для детей. Написано baby rice. Да, то есть этот рис, он более мелкий, потому что маленькие дети, их зубы очень мягкие, и они не могут жевать обычный рис, поэтому этот рис уже более измельченный. Вот. Интересно, да? Значит, здесь, в этом углу, продаются разные фасоли, продается наша гречечка любимая. Муа. Честно говоря, я не так сильно скучаю по гречке, как раньше. Когда раньше русский человек, он едет за границу, он всегда скучает по гречке. Но я думаю, что я уже овьетнамился, и я люблю рис больше, чем гречку. У нас есть разная чечевица, киноа, здесь
Конечно, также у нас есть, что это у нас? Кунжут, очень важная вещь. Черный кунжут, жареный кунжут, бобы консервированные. Вы знаете, раньше я очень любил, чтобы у меня дома были консервированные бобы. Но сейчас я думаю, что лучше покупать свежие, то есть сухие бобы, замачивать и потом варить. Это более здоровый вариант. Но когда нет времени, консервированные бобы всегда спасают. Здесь у нас целая стойка с разными сухими ягодами. И самые популярные ягоды во Вьетнаме – это не клубника, не малина, не голубика, это годжи, ягоды годжи. Это такой суперфуд. Тут даже написано суперфуд. Я не знаю, почему, чем они хороши, но написано, что очень много витамина А, витамина С, Е, антиоксидантов, бла-бла-бла-бла-бла. Наверное, очень хорошо. Я не знаю. Обычно их добавляют в чай. Тут есть джуджу, какие-то ягоды, это как, не знаю, может быть, китайские финики, что-то типа того. И, конечно же, мои любимые орешки, да, тыквенные семечки. У нас есть здесь, получается, изюм. Очень... Он ничем не пахнет, я просто так нюхаю. И, конечно, кешью. На самом деле во Вьетнаме, Вьетнам, я думаю, это №1 в мире экспортер кешью. №1. Поэтому здесь он обычно не очень дорогой. Здесь у нас есть, конечно, мои любимые овсяные хлопья. У меня несколько дней назад не было овсяных хлопьев, я чуть не сошел с ума. Но я приготовил блины из гречневой муки. Они не очень хорошие получились, но тем не менее, да, овсянка наше все. И есть у нас здесь кукурузные хлопья, да, вот кукурузные хлопья. Я обычно это не ем, не знаю почему. В нашем доме мы не едим хлопья на завтрак. Я знаю, что в Америке очень много людей, они используют хлопья, молоко на завтрак, но для меня это как-то непривычно. Обычно мы едим кашу. Однако мне очень нравится мюсли. Да, здесь есть много разных таких хрустящих мюсли, или гранола тоже есть, где-то вот тут есть гранола. Это сделают прямо в Хойяне здесь. Вот эта гранола. Вот, да, она местного производства и веганская, потому что обычно в гранолу добавляют мед. Но, как вы знаете, я не ем мед, а эту я могу есть. Это очень классно посыпать сверху на смузи. Итак, мы пришли в очень важную часть всех супермаркетов. Это молоко. Здесь продаются не только молоко коровы, также продается молоко ореховое. То есть это молоко из растений. Да? У нас здесь продается очень много молока, вы видите, из бобов, из миндаля, из этого, как его, грецкого ореха, да? Из риса, из кунжута. Так много разных видов растительного молока. Я этому очень рад. Видите, вот это почти все растительное молоко. Ну, вот это коровье молоко, да. Но смотрите, что здесь есть. Здесь есть кокосовая сгущенка. И это я очень люблю. Это очень вкусно добавлять в кофе. Также можно делать вафли. Очень классно. Или с блинами. Вот. Это очень важный продукт для меня. И, конечно же, шоколад. Веганский шоколад. Здесь очень много разных видов шоколада. Вьетнам, на самом деле, я думаю, это оазис шоколада в Азии. Потому что обычно в Азии не очень вкусный шоколад, но во Вьетнаме, на удивление, очень хороший. Потому что очень много здесь мест, где они выращивают какао, бобы, и да, из них делают очень вкусный шоколад. Сегодня я буду кушать вот этот. Конечно, также во всех вьетнамских супермаркетах всегда очень много морской капусты. Да, у нас здесь нори. Ой, извиняюсь. Корейская нори, да.
Они любят есть это просто как снэк. Они не делают суши, не делают роллы, просто едят так. Вот. Да, много разных видов. Просто сумасшедшее количество морской капусты. Я, честно говоря, небольшой фанат, но в последнее время я стал добавлять к моей еде, и это намного вкуснее. И очень много йода. Да. Также я хочу сделать небольшую рекламу для моих друзей из компании Way Off. Они делают сыр. Это сыр из кешью. Да. Такой сыр. А также они делают камбучу. Реклама бесплатная. Они мне не платили. Здесь продаются экспортированные фрукты. То есть это все экспорт. Это не местные, не вьетнамские. И вы знаете, вы думаете, что едят вьетнамцы? Они едят бананы, они едят ананасы, манго. Нет. Вьетнамцы мечтают об яблоках. Им очень нравится есть яблоки, потому что для них это экзотика. Яблоки здесь очень дорогие. Примерно сколько? 1 килограмм? Я уже говорил об этом, да? 1 килограмм яблок примерно $7. Это вот такая цена. Ну и, конечно, супер дорогие вещи – это черешня. Я, когда был маленький, мы ездили в Анапу, это на Черном море. И там это была такая дешевая черешня, такая вкусная. Иногда там были черви, но, тем не менее, она была очень вкусная. Но это ничем не пахнет. Не уверен, что она очень вкусная. А здесь продаются овощи. И, конечно, все покрыто в пластиковых пакетах. Поэтому обычно я не покупаю овощи в этих мини-мартах, в этих магазинах здорового питания, потому что слишком много пластика. Но они хотят сохранить качество продукта. Однако, какие-то овощи я здесь все-таки покупаю. А именно, я покупаю... это листья... я не помню, как это называется по-русски, по-английски называется kale. Ну, пусть будет у нас kale. Я думаю, это как называется листья, это свекольные листья, что-то типа того. Не помню, да. Но почему я покупаю здесь? Потому что это, возможно, натуральный продукт, я не знаю. Но на рынке, который обычно ты покупаешь, вот эти зеленуху, она точно покрыта химией. И потому что мы едим это свежее, мы не готовим, то лучше покупать в таких магазинах. Конечно, да, пластик, но здоровье важнее, не правда ли? Возможно, вы знаете, что в Азии люди очень любят грибы, но они не только любят их за их вкус, также они любят их за их целебные свойства. Вот это называется рейши, и очень популярный гриб, возможно, вы слышали о нем. Он очень полезный, помогает от многих вещей, от рака, и это правда, это не выдумка. Ученые подтверждают, возможно, британские ученые, но тем не менее. И здесь также есть эти грибы, они, как сказать, ферментированы в водке, в рисовой водке. Да, очень дорогие. Кокосовые крекеры, очень вкусные. Много сахара, но вкусно. Я хотел купить, но моя жена так заботится о моем здоровье, и она сказала: там много сахара, не бери это вредно для тебя. Короче, я могу заболеть. Сахар – это мой криптонит, поэтому придется оставить. Другая очень важная вещь во всех вьетнамских супермаркетах – это лапша. Да, они любят рис, они любят их морскую капусту и, конечно же, лапшу. 1000 разных вариантов лапши. Рисовая лапша, лапша с кунжутом, лапша в форме маленьких конвертиков. Что это вообще такое? Не знаю. Много-много. Лапша из тапиоки, да? Лапша из крахмала пшеничного. В общем, везде лапша. Причина, по которой я не очень люблю приходить сюда, потому что этот магазин известен тем, что они
продают здоровую свинину. То есть у них очень часто очень много мяса разного, очень много разной рыбы. И, ну, вы знаете, для меня это не очень приятно. Но, к сожалению, пока еще нету чисто веганского супермаркета. Но что делать? Это мой единственный вариант. Пока что. Я очень люблю добавлять ягоды в мой смузи. Это довольно дорогие ягоды здесь, во Вьетнаме. Примерно $10 за килограмм замороженных ягод. Нет, за кого за килограмм? За полкилограмма. То есть примерно $20 за килограмм. Но, тем не менее, это очень здоровая вещь. И мне нравится, когда мой смузи такой ягодный. Вот. Так что, да, здесь есть разные ягоды. Есть вот эта смесь. Есть также у нас малина, клубника, да, клубника. И есть, конечно же, голубика, самая дорогая. Да, я пытаюсь найти сейчас какой-нибудь чили-соус для моей жены, потому что она не ест чеснок, она не ест лук. Но, к сожалению, здесь, в этом Хайнсе, есть чеснок. Может быть, срирача? Может быть, здесь нет чеснока? Здесь тоже есть чеснок. Я думаю, единственный вариант – это табаско. Тут точно нет чеснока. Другая очень классная вещь, которая есть во Вьетнаме – это кокосовый сахар. Его получают из… Это как нектар кокосовых цветов. Да? Поэтому он считается более здоровый. У него более низкий гликемический индекс. Какой-то, короче, индекс, я думаю, гликемический, да? Это по-английски glycemic, по-русски, я думаю, да, гликемический индекс. То есть те люди, у кого есть диабет, это очень полезный сахар. Сахар никакой не полезный, но он лучше. Вот, потому что он не делает всплеск инсулина в кровь так сильно, как обычный белый сахар. И последняя вещь, которую я хотел бы сегодня вам показать, это, конечно, соусы. Да? У нас очень много разных соусов в вьетнамской кухне. И, конечно, самый популярный – это соевый соус. Да? Где тут? Вот. Соевый соус. Но это не вьетнамский бренд, это китайский бренд. Но здесь также есть устричный соус, есть терияки соус, есть натуральный соевый соус. Да, много разных. И, конечно, есть также еще один вид, называется рыбный соус. Обычно он очень плохо пахнет, так что я его не покупаю, потому что он тоже рыбный. Но есть и для меня, которые не едят рыбу, рыбный соус такой тоже. Ну что, пойдемте на кассу, посмотрим, что у нас там получилось. Добрые работники этого магазина разрешили мне здесь присесть и показать вам, что все-таки сегодня я купил. Я сейчас покупал продукты в магазине здорового питания. То есть в среднем цены здесь намного выше, чем обычно. И я потратил на все $25. Но что же я купил? Я купил гранолу, купил шоколад, купил соевое молоко японское с бананом. Я купил камбучу. 2 бутылки. Вот. Купил немножко уксуса кокосового. Купил также концентрат из кумквата. И взял табаско. И все это $25. Неплохо. Неплохо, да? Это немного дороже, чем то, что обычно покупают вьетнамские люди. Но все равно это довольно дешево, если учитывать, что это магазин здорового питания. Спасибо, друзья, что смотрели сегодняшнее видео. Надеюсь, вам было интересно. И если у вас есть какие-то вопросы, можете написать мне в комментариях. И скажите мне, что вы обычно покупаете в супермаркетах. И ходите ли вы в магазины здорового питания. И если вам нравятся такие видео, то вы можете поддержать меня на кофе. Купить мне чашечку кофе вот здесь. Спасибо, друзья. Желаю вам хорошего дня. До скорого и пока-пока.